Если ты, как и большинство людей, ворочаешься по ночам, пересчитываешь овец или прокручиваешь в голове завтрашний список дел, то это видео для тебя. Сегодня я расскажу тебе о двух простых, но очень эффективных техниках, которые помогут тебе заснуть буквально за 5 минут. И нет, это не из разряда «выпей молока с медом» или «включи звуки дождя», тут будет все по делу. Но перед тем, как перейти к делу, давай признаем, чаще всего наши бессонные ночи связаны не с тем, что не могу уснуть, а с тем, что мозг просто не может замолчать. Ведь правда? Думай, что-то как-то неправильно прошел день, что завтра нужно сделать кучу дел, и крутится это бесконечно, как будто вместо кровати открыта рабочая тетрадь, и ты никуда не уходил с работы. Знаешь, почему многие техники не срабатывают? Потому что мы слишком много времени тратим на то, чтобы что-то исправить в других людях, вместо того, чтобы сосредоточиться на себе, вместо того, чтобы научиться отпускать контроль. В итоге мы пытаемся уснуть, думая, как бы исправить прошедший день, а надо его было просто отпустить. И вот тут стоит признаться, иногда этого бывает недостаточно. Иногда бессонница – это симптом чего-то большего. Тревога, страх, хронический стресс – все это не исчезнет просто потому, что ты сказал себе «спокойной ночи». Это требует работы над собой, поэтому подпишись на мой телеграм-канал, там я делюсь рабочими техниками, которые действительно помогают справиться с тревогой, бессонницей и другими прелестями жизни. И у меня для тебя есть два решения, которые ты сможешь использовать уже прямо этой ночью. Техника первая. Повторяй слово. Суть простая. Выбираешь любое слово, например, сон. Или если тебе нравится что-то менее очевидное, спокойствие, тишина. Можешь даже что-то забавное, вроде подушка или зефир. Неважно. Берешь это слово и начинаешь его повторять, но с каждым разом замедляешь произношение. Например, обычным голосом, темпом. Зефир, зефир, зефир. Потом медленнее. Зефир и дальше зефир. Я понимаю, звучит смешно, но уже через пару минут твой мозг начнет успокаиваться, а вместе с ним и ты. Это как будто ты нажимаешь на паузу всем тем мыслям, которые крутятся в твоей голове. Второй вариант, если тебе не хочется мантр, но хочется действительно отключить поток мыслей, техника «день наоборот». Вспоминаешь все, что было за день, но не от утра к вечеру, а наоборот с вечера до самого утра. Например, ты в кровати, до этого почистил зубы, до этого посмотрел какой-то сериал, ну и так далее. И пока ты вспоминаешь мелкие детали, неосознанно начинаешь перегружать свой мозг и заставляешь его сфокусироваться на обратном процессе. Это как пересматривать свою жизнь в обратной перемотке. Интересно, что такая техника не только помогает расслабиться, но и снимает чувство тревоги. Почему? Потому что ты не пытаешься предугадать будущее, а только вспоминаешь прошедшие факты. А с фактами спорить сложно. И да, прежде чем ты сейчас побежишь тестировать эти методы, иногда бессонница – это симптом чего-то большего. Тревога, страх, хронический стресс. Все это не исчезнет просто потому, что ты сказал себе спокойной ночи. Это требует внимания, а вот для этого полезно поговорить с психологом. Понимаешь, я не говорю, что тебе нужно срочно записаться на консультацию, но если ты чувствуешь, что бессонные ночи стали слишком частыми, может, пришло время разобраться в проблеме. И пока ты думаешь, напиши в комментариях, какая техника тебе показалась интересней, или может у тебя есть свои секретные способы быстрого засыпания. Давай пообщаемся. А теперь выключай телефон, попробуй технику и спокойной ночи. Только не забудь вернуться завтра, чтобы рассказать, как это у тебя сработало.